Что, Марат, просторно стало? А? Я говорю, как ты хотела, когда вы купили этот дом. Но, оказывается, это Серега хотел все это снести. Слышишь, у нас раньше беседка была, понял, короче, зрение вот так вот сводилось вот так вот, а сейчас шоу того из ледникового периода. Я говорю, я не могу привыкнуть, что здесь нет этих перекладин. У меня глаза садятся на шпагат, прямо разворачивается. Катя, ты видела, что доктор Марату прописал? Что? Бородку носить. Да что ты, я тебя умоляю. Марат, это чтобы у вас больше девочек было? Это просто я сегодня брился. И Это вы сами так сделали? Такую и красивую? вдруг так и мне... Навеяло. Это всего лишь 3- или 4-дневная щетина. Да ладно, не отмазывайся. Друзья, всем привет, с вами Дискрий Вован. Привет, мои хорошие экты, друзьяки, Марат. Всем шалом. Вернулся таки. Да и не было. Сколько тебя не было? Ну я уже соскучился. Так нельзя надолго, елки-палки. Так долго. Ты мне нужен сейчас будешь, как самый работячий еврей за всю Одессу, понял? А что, он копать будет? Нашел. Самого Слышишь? работячего. Будем с тобой пихать по самые помидоры. Да? Огурчики. Ты посмотри, мягкое, Так, подожди. пушистое. Маргеланскую речку. Все есть. Спасибо агромаркету, все есть, никогда не Всё, это переведется. самое главное. Смотри, дикая троянда Я готов есть. пожертвовать даже Вот. Катиными джорджинами, Дядю Федь, если места мало будет. Хорошо, дядя Федя, будешь закусывать? Обязательно. А вот эти вот, чтобы ты понимал, вот это 50 килограмм с одного этого. Шерри, как у них говорят в Израиле. Шерри. А это сердце. Короче, тут садить не пересадить. Агромаркет, спасибо. А что, уже пора? Пора звонить Вилково. Вот я, конечно, наделал фурора с этой селедкой. Мне уже звонили даже с того места. Артем тебя не проклинает? Я еще раз говорю, мне звонили даже с того места. И говорили, Сережа, это что, правда? Я говорю, вы же знаете, что нет. Нет, звонят Липоване, говорят, где ты ее взял? Где ты ее взял? У нас еще не клюет, елки-палки. Я говорю, в надежном месте. Ну вот, буквально пару дней, и все будет таки шикардос. Все, уже сетку, короче, там они уже... Эх ты, ладно. Что ты? Мы опять мимо, да? Чего вдруг? Ну, Катя нас не пустит опять на... Ну, поедете, как эти Я не самые, говорю. на метле. Я не говорю. Короче, скажи ей... Уши закрой. Да не ты, она. Скажи ей, чтобы она закрыла уши. Блин. Уши закрой. Все. Короче, скажи ей, что доктор тебе прописал тихую, спокойную, камышовую атмосферу. Да. И мы официально Вилково. А поедем. еще ему молчать доктор Там- прописал. Так что вы можете вдвоем собраться и выехать. Блин. Давайте, на пару. Вилково, там Это тишина, там молчать Это можно. единственное место, где я могу помолчать. Помолчи. И даже там мне хорошо. не стыдно будет ходить в моих порванных джинсах. Скажи Чтоб мне, ты а поняла. чего у вас на всю Ивановскую вот пахнет рыбой вместо мяса? Катя! Вы сказали, что вы будете бутерброды готовить. Это да, но пахнет рыбой. Потому что Всегда. куда же я без рыбы? Эх ты, а ну держи тарелки, иди, я тебя учить буду. Марат, смотри, ты тому доктору, что тебя анализы тебе прописал, посоветуй ему такое упражнение, Майкл Джексон делал. Ау! Не, а я понял, что он делал ай. Он понял? Он же не молодой. И суставы болели, понял, это непроизвольно. Ау! А потом, короче, смотри, вот будешь делать, как я, 2 раза в день. И все у тебя будет нормально. Там перестанет болеть. Смотри, 1 раз так, другой раз так. Понял? 1 раз так, Ты с ума сошла. другой раз так. Скажи Попробуй. мне, а что у тебя эта кружка над головой висит? Катя, это часть рецепта. Потом после упражнения берешь себе аккуратненько. Марат, что ты смеешься? Я хочу сказать, ребята, спасибо тем, кто придумал доставку. Это же надо тебе такое, блин. Ты сидишь, где бы ты ни был, заходишь, кликаешь, и оно само к тебе едет. Так, секундочку, а почему я не в курсе? Почему я мучаюсь? В центр доставляют? Куда Марат, угодно. интернет-магазин Куда угодно. работает. В описании под видео найдешь ссылочку. А я там мучаюсь. Смотри, я первый раз такое вижу, 18-й, стиль Вайцен. Оцен, поцен, гоцен, дроц. Короче, ты понял? Его приготовил. Что новое? Это что-то 4,6? мутное. Огонь. Это, наверное, свежак еще и живое. А? Это не фильтровано, это 100%. А ну-ка, А что, мне. Вайцен так и переводится? Нет, ну так мутное, значит, не фильтрованное. Подождите, Марат, сначала я попробую. Ага. Держи. Видите, я даже, чтобы он не начал Катька! первым ни в коем случае. А солнышко, для тебя не жалко. Да не моя надо хорошая. мне вот это, Да, чтобы... я говорю, не Тихо, жалко тихо, для тихо, тебя. Да пусть пьет курочка, на. Катенька, Ну, чтоб получилось, ребята. будь здорова. Ну что, дегустаторы? Вы пока, Да рыбу уже покажите. дегустировали Короче, это у них какой? 21-й, 23-й вид? сорт? Сорт. 18, кажется. Просто фантастика. 17-й был с Дунайкой, чтобы вы понимали. Блин, Катенька, Это Сережа придумал. не пшеничная.
Именно пшеничная нефильтрованная. Ой, как вкусно. Шедевр. Я говорю, вы пока пиво дегустировали, я уже и карася пожарил. Короче, Такой голодный, слышишь? я сейчас сожру одного. Я тоже. Так может поставим что-нибудь твое готовиться? Что ты вообще хотел, что ты нас собрал сегодня по этому поводу? Наконец-то. Ребята, просто фантастический, быстрый, и сумасшедший быстрый рецепт. У нас все быстро. У нас будет часа полтора-два, как обычно. Так вы что, это для людей стараемся, Да. потому что мне не надо, да? Я даже Так не знаю, как затягивать. его назвать. Бутерброд, Марат. Бутерброд мне в рот, елки-палки, да? бутерброд. То есть тут главное, самый главный ингредиент это лук. Правильно его приготовить. Это уже готово ты показываешь? Нет. А, его надо готовить? Это сырой почищенный. Как мной. всегда пожарить, наверное. Скажи мне, как надо. тебе студия? Его надо прожарить, его надо... Студия вообще идеально. Ты хотел выехать в лес, в дикую природу, куда-нибудь, просто на природу. Представляешь, что ты здесь. А вот там вот озеро с карасями и с лебедями. Ну-ну, Короче, ребят, с собаками. Пошли готовить лук. минут 20 вообще все блюдо, если на самом деле. И ваш рот будет счастливый, как И никто счастливый другой. рот, и очень вкусно, и самое главное, безумно бюджетно. То есть берете 500 грамм фарша куриного, У нас есть. 5-6 луковиц. Только если не ошибаюсь, Катюня взяла. Ты мне сказал взять килограмм. Ну, я всегда немножко говорю чуть-чуть больше, чем Ты говорит в 2 Марат. раза сказал больше. Идеально. Ты же как это? Ты же думаешь, что я еще думаю не только за нас, а еще и за маму? Ну, а и дети захотят. Ну, это ж вкусно. Всё. Из того, что ты мне сказал, это просто что-то будет, мама дорогая. Будет очень вкусно И я при подумал, самых что- простых ингредиентах. Что вот именно этого пусть будет чуть-чуть больше. Да. Что я не то подумал? Да, только батончиков тогда не хватит Как? Ну, не тебе, хватит, Марат? мне и Кате там. с мамой. Да. Нет, батончиков-то хватит, фарша будет много. Так, Марат, короче, здесь оставьте, всего лишь сколько вам килограмм. Ну хорошо. Котлету Максимум делаем, котлетки, тефтельки там замутишь. фрикадельки. Да. Что там еще, нужно. Рафаэлки. Ежики. Что Вы умеете угодно. ежики делать? Мы же делали, Катенька. А я вот этот фарш Сережка покупаю. особенно. Ты не помнишь, как Сереж, какие ежики Слушайте, Рафаэлки делал? А я вот этот фарш покупаю, стоит такой молодой человек, заходит. Такой весь модный. Слышь, мы против солнца там нормально выглядим с Маратом? Ну, если ты будешь меня перебивать, я... Нет, я то тебя- ты я будешь же не выглядеть- вижу. Я не вижу перебил. кадра с другой Модный, стороны. красивый какой-то там у нее Я поэтому и перебила, как оно мне надо, да, Молодой елки-палки. человек Ты что, такой ну в и что? кроссовочках, в носочках таких. В одном или в двух? В двух красивых, В интересных. носочках или кроссовках? Кроссовочках. Кроссовочки у него, потом носочки у него такие коричневые, джинсики. И он звонит: Наталья Николаевна, говорит, что мы с вами приготовим на ужин? А я стою и слушаю. Мне интересно вообще, кто это. Подслушивает. Ну, я была невольным слушателем, понимаете? Я думаю, кто ж такая Наталья Николаевна? Говорит, давайте котлетки. Она ему, видно, говорит, нифига, котлетки не будем готовить. Он говорит, ну хорошо, говорит, а что тогда, пельмешки? Нет, говорит, пельмешки тоже не будет. А ответила она ему, видимо, ежики, потому что она говорит, ах, ежики? Ну хорошо, Наталья Николаевна, беру мяско, будем готовить ежики. Так может Николаевна, это именно Борисовна, только одесский вариант, и он ей... Не и он- знаю, и он такой, я вот я хочу тебя, как хочет в жизни раз. Ежики. Может раз, а может два, то не про нас. Я хочу тебя разок, вечером чпок-чпок, а потом Да еще. тихо ты. У нас сегодня не ежики. Ёшкин кот. Простое и очень, поверьте мне, очень вкусное Да мы блюдо. это уже услышали, Марат, уже 10-й раз это Слушай, говорите. скажи мне, пока ты будешь тут именно Да, рассказывать ты за это можешь простое просто блюдо 40 бросить минут. мясо в сковородку и жарить. Серьезно? И все, без ничего. А буряк мы зачем покупали? Буряк мы покупали вот для следующего нашего рецепта. Ну, следующего. Только не проговорись. Не Он проговорись. настолько старинный, что за него даже многие не Ребята, слышали. Мгм. это будет фантастика, поверьте мне. Но его надо заквасить. Я говорил доставщикам спасибо. Спасибо, Дрофаша, вы придумали интернет-доставку. Обалдеть, теперь каждый человек может себе позволить вот это вкусное пиво, Люди подумают, что мы его не в выходя, квасить не будем. выходя из дому. Как вариант, может быть, и возможно. Марат, а пиво, солнышко, надо просто так квасить, елки-палки. У меня для тебя есть такой сюрприз. Да. У меня для тебя есть такой сюрприз, что ты не догадаешься никогда. А ну-ка. Ой, как красиво. А ну, ты их хорошенько так Тихо, тихо. высока ставь. Катя, Смотри, это Как? все разные виды. это все на секундочку виды. Такое, И чуть-чуть. одно вы выпили.
Ты шо? Два. Я не говорил. А что ты Катька, ты шо? дерешься? Ты что, возбуждена этими носочками, елки-палки? Да, потому что А? мне пиво не наливает. Ведешь себя так. Слышь, сзади, Так аккуратно, как, себе ж налили. аккуратно сзади рукоход. Хорошо. Да она отмазывается, Марат. Я просто думаю, кто же этот парень, этой Наталья Так, Николаевна. хорошо. И Наталья Николаевна, кто для него? Видишь? Ну вот мне интересно стало, Не, его Марат. 100% Максим зовут. Может, не Его? Галкин, но Максим по-любому. Нет. Ну как нет? Ну вот так. Я нет. тебе говорю, Борисовна, одесский вариант. Еще раз тебе пропеть. Ледяной горой айсберг из тумана вырастает и несет тебе Ты немножечко. все пошли, все, я по-другому себе Рафаэла на представила. руках. Но открой скорее свой ротик. Напихаю туда фарша, будешь думать, что ты ешь. Так, Марат. Пых, и готово. Сковородка, ты говоришь, надо с маслом, без. Обязательно. Как Катя любит. А я про все на совете вообще с собою забываю. отказываюсь А я в употреблять любовь, ваши как ветер, бутерброды. Ой, ты бросаюсь попробуешь, с ты с ума головой. А ты такой. Я из-за своих песен. Не, Ильич, я на тебя не могу без улыбки смотреть. Ну это пипец какой-то. Мне нравится. Давайте у Натальи Николаевны спросим. Девушки, напишите, нравится вам мой новый Ой, образ? Марат, на А еще пусть комплименты. напишут, чего ты побрил язык. Так, чисто интересно. А что он побрил язык? Ну что-то он его порезал? А, не, это сосал. А, Марат, может, вязал? Леденцы сосал без сахара. шершавенькие. Ну, твое здоровье. Можно я тут поработаю, вот на этом столе? Жарь. А ты рынду Делаешь зачем хочешь? на швабру повесил? Чтобы Кате позвонить. Ну. О, А, телефон? А где? А что? Марат, нас ждут великие перестановки. Я понял. Огромные дела. Лука много. Очень много. Он ужарится. Мы его будем... Я уже неоднократно показывал, как это делать. И сегодня покажу еще раз. Что это? Резать лук? Нет, как томить лук. А вы еще те актеры. Один жует, второй кусает. Боже, дай мне еще кусочек. Куда ты ему с костями пихал? Еще никогда так быстро ты ответ не получал, правильно? Ага. Лучок довольно тонко. Не прям А масло на сковородку не надо налить? надо. Так а что вы Что? ждете? Надо? А я думал, не надо, ты сказал, просто жарь фарш. Давай бахнем килограмм. Ты увидишь, что оно не испортится. Марат, что, масла чуть-чуть? А? Масло не чуть-чуть, а хорошо. Если ты хочешь килограмм. Не надо, можем взять ежики, те, которые я увидела в магазине. Если Сережа согласен, Давай, смотри, по-другому. Я так понимаю, что люди до сих пор не понимают, что мы хотим сделать. Из расчета те 3 хлебушка. Сколько нам это фарша? Половину? полкилограмма. Все, значит, масла надо ровно половину того, что я подумал, правильно? Это вот столько? Какая граммовка? Кому она нужна? Ребята, просто берете и готовите. А, так это туда? Ну, конечно. Марат, он правильно сделал? Да. Ой, нет. Только надо было нагреть масло. Оно уже шипит, Пошкварчивает. пошипывает. Люк, что ты там выедаешь? Тоже карасика, Люк, мальчик мой. Грязнуля мой замечательный. Ты мой красивый мальчик. Ты мой Любчик. Ты будешь большую котлету жарить? Бросаюсь головой. Я буду делать, что Марат скажет. Раньше жил, как карта ляжет. Сейчас живу, что Маратик скажет. Где-то я такую футболку видел. Нормально? Отлично. Дай ему поджариться, да. А что вам в голову пришло такое приготовить? Одиночество. Катенька достал с морозилки кусок фарша. Еще даже не понимал, какой он, куриный там, это самое.
Вспомнил, что когда-то я такое плюс-минус готовил в Израиле. Только я это все закладывал не в батон, а в питу. И решил, а почему бы и нет? И как это называется? Или называлось в Израиле? Не знаю. Так я тебе хочу сказать другое. Вот я сегодня залезаю в холодильник, смотрю, а там еще лежит. Понял? Думаю, ну возьму, наберу. Как будто бы у меня ассоциации с детства, ну воспоминания по-нашему. Как вот бабушка делала. Звоню, а Артем мне говорит, Сережа, это таки правда. Раньше, еще 100, 200, 300 лет тому назад, наши пра-пра-пра. Рыба в то время клевала как сумасшедшая. Холодильников не было, этих технологий, там, всяких разных заморозок сухих. Что они делали? Вялили. Да, присаливали ее, она лежала себе в коморе, там, короче, и в любое время они ее брали и подваривали. И я вспомнил, что на самом деле бабушка так делала. Селедочку, понял, как в саламурчике, только она уже готовая, малосольная. Сварил картошка, гайки. И я этим хотел тебя сегодня и порадовать. Да ладно. Ну, Марат, смотри, ты когда говоришь, что этот рецепт, ну, даже если с твоим талантом минут на 20 ты постараешься его растянуть, то я и подумал, ну, люди такие жалуются, когда мы снимаем короткие видео. Оно им надо не за еду, а именно под еду. Ребята, приятного аппетита. Ты шо? А ну тихо, 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 смотри. Вижу там где, даже я с ним чокнусь. Уже рюмку поднял. Бздынь, твое здоровье. И люди смотрят, как хороший сериал. Мое пиво все ли пьешь? Марат, смотри, твое перед тобой, выбирай любое. Ты хоть об него разбейся, елки-палки. Хоть усысь, короче, но оно все твое. И я вот что хотел сказать, что я подумал, ну надо его как-нибудь приукрасить. Думаю, пока мы будем жарить фарш, у нас уже будет жареный карась. Тут к бабке-гадалке не ходи, все сходится. Потом думаю, пока мы будем ждать, пока настоится твой бутерброд, чего этому прекрасному казанчику от натурхайка простаивать. Дорожный вариант. О, тихо, еще и документы. Сейчас вообще не понимаю. Документы выпали. Марат, я не придумал, это было придумано до нас. 300 лет тому назад. Малосольная селедочка, я ее просто хочу для тебя подварить. Закипает вода, ты ее опускаешь на 5 минут, достаешь, и торвань. Понял? Даже картошку варить не надо. Ничего не понял. Ну, я У думаю, него сбой программы. я думаю, что у тебя будет вкусно по-любому. Ты никогда не ел малосольную рыбу подваренную? Когда леща варят, Нет. такого дубового, ты его сварил, а с Никогда. него аж разворачивается? Никогда? Нет. Я имею уважение, как это, Давай в своем исполним. возрасте удивлять таких людей, как ты. Давай. Все. Я люблю удивляться и учиться. Ой, Марат, А чему Катя тут еще учиться? и раздеваться. Чему тут учиться? Накидал рыбу в воду, вот и весь рецепт. Не, ну так не скажи. Так не скажи. Вкусно? Шедевр? Ого. Блин, это что? Это гайки, а не рыба. Ну, вот. Есть еще что-нибудь в жизни? Вкуснее карася нет. Нет, что не приедается. Ну, карась. Ну, карась, вы должны были сказать, были с полной уверенностью, Ну, что я Марат. кто подумал? Это вообще глупый вопрос. Вы будете, Меня- вы будете готовить вообще свой рецепт? Вот мне интересно. Меня друг с Израиля спросил, Мы будем готовить, когда... что ты хочешь сказать, что карась вкуснее палтуса? Я говорю, да. А очень разная рыба, но для меня вкуснее. И что он тебе сказал после этого? Ты мне не друг? Он мне сказал, что я карася не пробовал. Да. Кстати, с Израиля. Джинсы ко мне едут. Да ладно. Да. Дырявые? Нет. Обещали, Тоже 17-летние? обещали нет. С пробегом. Я с другие не ношу, Катя, оно же мне не надо. Ну, теперь будут у тебя израильские. Что, Марат, перемешиваю? Да, только... Ну посмотри, уже побелело и даже подхватывает. Бач? На самом сильном огне, Ну, чтобы оно пожарилось. Да, мелко-мелко. Правильно, Марат? Все отлично, да.
Он же сказал, консистенция должна быть такая, чтобы было удобно отсыпать. Понял, как семечек, Крупненько, елки-палки. миленько. Главное, чтобы он поджарился и был готовый. Все. А сыр мы будем добавлять туда? Нет, туда можно уже добавлять специи, Сережа. Куда туда? Лук? Фарш. Любые любимые специи. У кого нету там разнообразия, соль, перец. А у нас теперь, Марат, А у нету. нас У нас есть? теперь, Марат, нету специй. Как это? А вот все. Да вы что? Ну вон, видите? У нас теперь беседка. Так не бывает. Реконструкция у нас. Так не бывает. О! Почти для курочки. Так. Марат, чтоб я еще понимал, что тут по-вашему написано. Ну, 100%. Курочки, любые специи. Ну, хорошо. А как у нас фарш куриный? Кто делает из говяжьего? Смотри, и то, что это что-нибудь. О, вот это подойдет. Для швармы. Это паргиот и это О, да. супер. Как это? Не спонсор, а зачинщик данного хипиша вот этой вот генеральной уборки в Шато де ля Сарай. Ребята, да, из Инстаграма нашел. Имею уважение и снимаю шляпу. Ты что, большие молодцы, слушай. Таки договорились и сделают нам котя. Вот тебе даже нет-нет, да на фонтане будут завидовать. Да? А ты не смейся. А что мне не смеяться? Мне они тоже нужны. И тебе мы договоримся. Я ж там... Нет, стеклят так вот просто я даже не знаю, еще мы, как это. Мы еще свою продукцию не видели, только идем потихонечку в этот красивый, светлый, прозрачный путь. Но из того, что они там уже людям нашлепали, красиво. Просто красиво. Инстаграмчик вот так, что может кому-то надо красиво, заходите. Даже не говорите, что для Павана, может просто вот как я вот листал, хлобысь. И захотелось, да? Да, ну их много, фирм много. А эти еще, я поговорил, еще и душевные, знаешь, как сердечные, вот как боженька порует. Что, Марат, специя раз, паргиот. Там соль есть? Тут, в этой специи? Да. Да, израильская специя тебе и проверять. На, лежи. Там написано все. А. Я почитаю. Там мне проще лизнуть, чем... Тут кошер. Ну. А, вот состав, подожди. Если есть, то очень чуть-чуть, немножко. Блин, а вкусная такая. Нету тут соли. Сыпь. Катюша, как, ну немножко есть. Прям можешь смело сыпать. Ну я смело насыпал, но я могу еще и вот так вот смело Вот так, да. досыпать. Хватит. Осталось посолить, да? Шикардос, да. Чуть-чуть соли. Потому что и лук тоже будем солить. Пахнет как в Индии, слышите? Как в Израиле, Катенька. Не Да, было. у них там, ну слушай, плюс-минус теплые восточные специи. Все, Смотри, хватит. как водичка желтеет, Марат. Водичка. Сок. Chicken fresh, Катя. Слышь, скажи, Марат, есть еще у тебя знакомые девицы, у которых запросы вот такого рода характера? Александр Васильевич, Только не говори, что это джиджи. Александр Васильевич, это жоржины, только гуцульские, понял? Да не дай бог. Посмотри, Да ладно, это что? мох. Куда его? Да. Катенька, это для ваших сексуальных игр? Да, Обалдеть. Марат, именно. Она ж 8 марта тоже я заказала. Вот тоже мы были у Васильевича в гостях, ей Он меня понравилось. водил туда вот. А там Я так говорю, мягенькая и пушистенькая. Она... отвези, а он говорит, нифига не повезу. Я говорю, ну хорошо. Заказывай. А, Вот вы даете, ребята. а спасибо Васильевичу. Слушай, Что? пахнет как? Лесом. Василич, Только Василий столько прислал, что я теперь не знаю, куда мне его организовать. Катя, Меня- тут и маме хватит, солнышко. Посмотри, он именно... Поляна целая. Ай, ты должна понимать, Хорошо, а теперь Шо без он- шуток. Для чего это? Декорации, Марат, это декорации у меня в голове. Декорации чего? головы. Пространство. Это будет живое круглый год?
Я откуда знаю, как он захочет у нас жить? Еще Так, неизвестно. что, я его оставлю здесь пока? Смотри, оно должно быть в... Во влажной среде. Да. Я думаю, что вот у нас там под плющом, А под березой нельзя? там солнце. Где? Под березой. Почему там нету, когда листики расходятся? Да, он пока у тебя листики выйдут, он уже подсохнет. Еще раз будешь звонить Васильевичу. Я думаю, что вот туда его надо, видишь? Вот под плющ, солнце с той стороны, оно его видеть никогда не будет, будешь часто поливать, и будет тебе счастье. Что? Или ты хотела в дом? Куда это? Я сам не знаю. Мне нужно было луковки посадить в горшочек и сверху украсить мхом, понимаешь? Но Василий только прислал, что мне не то, что луковки и Надо горшочек. еще раз в агромаркете идти за луковицами, правильно? О, да, точно. Пахнет, слушай. Ты Я понюхай, думаю, как что- пахнет. Боже, как вкусно. Блин, Марат, грибами, особенно белыми. Марат, вы Я тебе понюхайте, говорю, давайте ты ваш шо? рецепт Да я- добавим. А? Я ж, когда Давай- вот ты открыл, я ж Давай сразу половину, сказал, это фантастически. давайте половину приготовим. Да Представляете? какой готовить? Это кощунство. Это Смо- должно пахнуть тихо, растением. тихо, тихо, тихо. Что там? Тут же еще черника. Где? Вот, А может вырастет у нас? бачишь? А? Да ладно. Да, конечно, Катя, вырастет так, что мы еще будем на экспорт импортом торговать, я тебе говорю. Все. Позвони на какую-то биржу, займи очередь. Только Васильевич мог Лет через, прислать вот такое. лет через 80 мы ящик соберем. Нам надо где-то его будет продавать. Васильевич. Спасибо. Слышь, ты видишь, какие у нас воробьи уже в кадр не влазят? Ё-моё. Это, чтобы ты понимал, Марат, одесские страусы, ну без шеи. Да я вам давно Жирные, говорю, что отборные. вы кормили ясеницы воробьев. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Шо? Не, у нее этот. Птицы природы. Животных, как всегда. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Он к Бомба? весне готовится, Марат. Опача. Марат, я аж заржал. Давай ты разочек. Не-не-не. Да я А вы хоть раз подстрахую. сможете? Нет, Я подстрахую. Не сможете? нет. Вот так вот? Так может ты вот так вот сможешь? Тут эта штука по-разному может, ты видишь? 3 в одном или 4 в одном. А, вот прикольно. Ну хочешь так, хочешь так. Чья? Чья? Нет, точно не смогу. Я когда, Потому что у тебя турника нет. Я- Вот позвони Сереге. я когда весил 1500 гривен 56 всего лишь. килограмм, я мог. А вы думаете, это из-за веса, да? Ну, конечно. Ну, из-за веса, из-за возраста, тогда мне было 18. О, ну вы сравнили, елки-палки, 18 и Ой, сколько там вам сейчас преклонных? Я отжимался до 30 раз в армии, что ты брешешь? клянусь тебе. А от пола вообще сотню мог. Ты что, даже не нагибаясь? Да. Я так тоже могу. Я когда на гоффакте сидел, знаешь, что я делал? А А за что вас туда сажали? Ой, меня часто сажали. готовить не хотел. Там была табуретка. Вот так, значит, один раз отжался, вокруг табуретки обошел. 2 раза отжался, а вокруг табуретки обошел. 3 раза отжался, у меня банки были, знаешь, какие? Ё. И так до 30, и потом обратно, по спускающейся. Ну, потому что, ну, сидишь, Делать нечего. делать нечего, табуретка и все. Ты сейчас тоже сидишь. Я сижу в Ты кресле уже- компьютерном. Уже за компьютером. Давай ему тоже такой Вроде бы то же самое. Табуретку купить. турник подарим. Точно. И куда я его повешу? Всунем. Не, у них есть для квартиры что угодно. Там, хочешь между дверей распорки. Ну, вот удобно, елки-палки. Смотри, маленький, весит фигню. А Марат, это полезно для позвоночника, знаете? тебе даже просто ничего не надо делать. повисеть. Смотри, просто повисел, ноги повисли. И уже вот здесь вот потихонечку становится лучше. Раздекомпрессия, как всегда. Что хочу сказать, поясница перестала болеть по утрам. Может, с этим и не связано, но перестала. Надолго ли? Ты черствый, подлый человек. Ну так же радуется. Понял? Я просто Ну, хотела гадюка, сказать- ну что тут скажешь? Не, ну, елки-палки? Я просто По хотела приколу, я сказать, не думал. что у него 3 дня пива не было, Марат, дома. А, Но и он эти 3 дня занимался. пиво только для мышц хорошо. Лучше. Для каких? Ой, Маратик, уже ты посмотри, а? Все, Шедевр.
Кого? Фарш в мисочку. Да, А лучок будем жарить тоже на масочке? да. Трошки-трошки. Обязательно еще нам нужна водичка будет. Ну, надо будет бегать в дом, но она у нас такие Немного. есть. Все? Стакана 1,5-2. Да, это можно унести в дом, чтобы оно сильно не охладилось. Мы все равно потом будем подогревать его Марат, уже в батончике. там дети. Да. Один мальчик. Едят. Один мальчик и 4 девочки. Почему 4? Ну, потому что 2 еще не родились. Катенька, готовься. Хорошо, что мы будем Я делать? думаю, зачем он турник купил? Он тренируется. Хорошо. Я выливаю масло Да, немножко. да. Вываливай сюда вот так вот чуть-чуть. Очень сильно нагреть надо. А, прямо аж так? Да. Ну хорошо, давай это занесу в тепло. И оттуда принеси стакана 2 воды. Я принесу не стакана 2, а принесу чуть больше, потому что я все-таки хочу тебя удивить. Давай, удивляй. Я не перестаю удивляться. Когда касается селедки, да? Да. Все, Марат, я лучок вывалил. Все, как ты хотел. Лежит себе хорошо. Ой. Тебе же там вода имеет значение? Да. Холодная, горячая? Абсолютно не важно. А ты говоришь, имеет значение, да. Тогда будет горячая, понял? Потому что я хочу поставить селедочку. Вот это вот и есть вся липованская кухня. Быстро, на самом деле быстро. Просто и очень вкусно. Вам пруда здесь не хватает. Обалдеть. А так вы практически на рыбалочке. Да. Птички летают, пиво стоит. Коля, Издеваешься, да? Коля Деревья, Флагман скоро у него природа. днюха заедет, короче. Да ты что? Все сходится. Не издевайся. Бассейн у нас там есть, Марат. Где у вас бассейн? Такой резиновый, детский. Можно надуть. Может быть, пару Я карачков. тебе в постель принесу этот бассейн, чтоб ты там плавал. Запущу, удочки у вас есть, и будете сидеть. Спокойно, Ипполит, спокойно. Раз, Ну чем не рыбалка? Катенька, ну А. один раз отпусти 4. нас. А я что, вас держу, скажите мне? Ну без детей. Я никого не держу. Ты слышал? Все люди слышали. Ты сильно много у нее отпрашиваешься. Настоящие мужики так не делают. Так а шо? Надо уже съездить как-то раз. Ну, по-любому, слышь. Да ну ее. Дай 5. Так и как это? Так и лезут в голову те куплеты. Бросают с головой. Но не про тебя. В омут. Об айсберг. Бздынь. А ты такой холодный. На рыбалку не пускаешь. А, вот и. Андо. Хотя, Марат, так что ты сказал? Ты тут буряка припердолил офигеть сколько. Что с ним делать? Ой, я даже не знаю. Мы будем его квасить, будем делать квас. Ну, Буряковый. хорошо, давай сделаем квас. Мне надо его почистить? Да. Договорились. Тем более и миска есть у меня хорошая. Канолевая, Марат, на барахолке. На щель. Так, крышечку сюда. Слышишь, ну у нас на самом деле сегодня с тобой походный вариант, хотя и Я не знаю. біля дому. Шо? Давай это устроим какой-то. Больше ни слова. Я согласен. Это называется сексовый уикенд, нет? Мы будем делать закваску буряковую. А, ты про это? А кто угадает, какой рецепт будет с этой закваской, тому что, Серега, Будет квасить с нами? будет квасить с нами. В Ура! ресторане Архимус. Какая-нибудь окрошка Не, Катенька. буряковая. Не. Сейчас я за чухалкой схожу. Так, что есть, это есть. Сейчас я Марату быстренько буряк как перечищу. Обалдеют все. Ай, шикардос. Кипит, по-моему. Мы для этого, в принципе, и поставили. А, да? Все. Девчи, что тут? Профессор куда ушел? Перец с луком мыть зеленым.
Ну, в его возрасте это комплимент. О, голубка прилетела. Это горлица. А вон она То сидит. горлица, да? Ох, красивый какой. Слышишь, как красиво? А это кукушка. Нет, мне кажется, что это она же. Катюша, вот это кукушка. Уже две. Слушай, они реагируют на то, что вы тут готовите. Интересно. Не они одни, много. Где Марат? Он столько буряка принес, это надо весь его будет квасить. Ну, он, по-моему, на ресторан готовить собрался. Квас делать. Да, какой-то сказал, такое старинное блюдо, такое древнее, самое древнее украинское блюдо, представляешь? Да? Прямо я уже имею уважение чистить этот шикарный буряк, чтобы такое исполнить, да? Марат, чего вы там так долго? Я мыл терки. Что ты перед ней отмазываешься? Просто скажи, не твое дело, женщина. Она поэтому нас на рыбалку и не отпускает, потому что ты ведешь себя как каблук. Я, да? Потому что ты ведем себя как каблук, понял? Ага. Маратик, что, весь? Ну сколько влезет в 3-литровую банку? Солнышко, в мою влезет много. А у него есть 3-литровая банка? Да, мы подготовились. Вон, смотри, вон она, горлица. Так я только что их снимала. Я не буду говорить, откуда он ее достал. Из мусорки? Из мусорки? Я ему говорю, люди бы ему... Слушай, у нас прямо дикая природа. Воробьи, Я же вам говорю, что вам прудика не синицы. хватает. Как будто на рыгалке. Катенька, давай вместо твоих жертв сделаем пруд. Марат, мои жоржины в этом году будут расти под забором. Они много места не займут. Да? Поэтому пруд вы А можете... кто там у нас еще, кроме... Слушай, мне нравится вот Кроме это... жужжин, кто Пи- у нас там еще? Мне Пионы. нравится сам момент Пионы того, что я... не против. Пионы это мои любимые. А еще кто у нас там? Гиацинты какие-то Ну, там. Сережа собирается еще помидоры сажать, Не, огурцы. помидоры это и святое. Ага. Попрошу не Особенно с путать. маргеланской редькой. Попрошу не... О, А ты, ай, Юлий Цезарь, я тебя в молодости... А ну попробуйте Не ему узнаю дать. тебя в молодости. Как он скажет? Во-первых, не помидоры, а я буду засаживать огурцы, но по самые помидоры. Все, вот так вот сделаю. Во-вторых, Шерри Леди. вы меня уже сбили. А знаете, у вас так хорошо было слышно в эту банку? Может, это ему надо ее подставить? Повесить на грудь, чтобы он все время банку... Как колокольчик у коровы. Нет, ну его будет лучше слышно тогда. Я могу порезать? Конечно, Марат может. А, я что хотел сказать. Да. Вы ж, это, не, я вас не перебиваю. Вы когда поговорите, я уже могу сказать. Да. Просто мне нравится тот момент, что Давай я я сначала... их выкапываю, я их засаживаю. И она- спать укладываешь. Я отказываюсь с вами вообще выступать. Вы невоспитанные люди. Укладывал их спать туда. Вы невоспитанные люди. Все, до свидания. Что, я воду могу тебе уже немножко отлить? Да. Потому что мой... Прям нужно. Только Мой- не переборщи, умоляю. А сколько тебе надо? Полстакана. А, всего лишь? Да. А то, Чуть-чуть больше. Сейчас, ну ты же будешь еще добавлять. чтоб ты был здоров. Ты будешь еще добавлять воду? Буду. И если бы ты не перелил, то добавлял бы, а сейчас не Хорошо, знаю. просто сейчас в эту воду, в кипяченую, в кипяток, я добавлю уже селедочку. И вряд ли потом на тебе пригодится. Всё, возьмем просто холодную воду. Так я тебе тогда сразу отрою вот сюда. Вот, отольешь. Сколько тебе надо? Все. Все, порядок? И дальше продолжу. Вот это простое и вкусное, очень древнее блюдо. Так, все, я-то выкинул
Все? Не будете меня перебивать? Не. Все, тогда я остаюсь. Хорошо. Как квасят буряк? Надо его порезать. Хорошо, а дальше? Просто заливаешь теплой кипяченой водой. Обязательно кипяченой. Интересно. Так ее надо было подготовить. А я ему сказал часа 4 назад про это. 1 или 2? Кого? Понял. С тобой в казино не сыграешь. Не, я просто думал, с чего начать. Ну, конечно, с буряка надо было начать. Чтоб он не пах потом рыбой. Замуровали, ты понял? Это вот та селедка, что сделала фурор, которая свежая. Сейчас у меня в таком же хранении малосольная. Ты малосольную собираешься варить? Да, да, да. Катя, мне это нравится, когда тебе стоишь, рассказываешь. А можно одну штучку не варить? Я тебе дам еще, у меня есть. Да? Как надо? Да, и на две. Вот такие вот, толщина? Как картошку режешь на пюре. Ага. Примерно такие кусочки. Какого сорта картошка? Лимоночка. Ну все, тогда вот такими вот кусочками. Варится быстренько и вкусненько. Ну вот эти кольца на 4 части, ты понял. Договорились. Катя, ты что творишь? Марат, Ну что, вы как мне долго все стоит? портите. Я себе кадры здесь делала, вы мне взяли и бутылки извини. переставили. Понимаете? Нет, даже крупнее можно, Сереж. Че ты лезешь, когда Спилберг выступает? Нате, Или вот как эту там? бутылку уберите отсюда мне, пожалуйста. Она что, И лишняя? вторую. Я себе в рюкзак Возьмите, её- нате две вам. Все, унес. Сережки, Сережки Марат, меньше возьми столько, достаньте. сколько ты не сможешь унести. Главное, пиво пей, как я тебе прописал, после упражнения. Все это в банку? Банку. Договорились. Какой красивый буряк. Дай-ка мне кусочек маленький. Огонь. Я тоже Вы- хочу выберите попробовать, любой. чтобы знать, добавлять сахар или нет. Выберите любой. Я думаю, что в этот не обязательно, но чуть-чуть. Не Точно надо? не надо. Все. Идеальный. Вкуснючий прям. Слушай, я смотрел по интернету там пару интересных видео. Там, где люди не то чтобы ремонт, потом продавали Все, пополам, больше не надо. недвижимость продавали после того, когда делали буряковую закваску. Да? Шандарахает? В нашем случае не будет шандарахать? Не-не. Пусть Марат ее с собой Поставишь заберет. возле Катиной Не, постели. Марат, вы ее с собой заберете, слышите? В рюкзаке. Да нет, ты что. Всё. Ну я вам привезу, ладно. Катенька, всего 4 дня, максимум 5. И все готово. Так. А сколько надо, сколько влезет? Нет. Сколько? Буряк вот до сюда, Ага. вода на сантиметр выше. Все. Хорошо. Хорошо, а что делать с тем, который уже почищенный? Катенька, салат. Я тебе показывал несколько, уже 3 или 4 вида из сырого буряка салата. Да свари его с чесночком, ёшкин кот. Ой, тебя. я хочу такое. Не то, чтобы дети тебя и А соседи не лучше с забудут. зеленым лучком Ну. и с масочком. Так что Вот за этим глупые домашним. вопросы, если Понимаешь? это Она сегодня... все знает, Только не летает. только Нет, не летает. Да? Только много ты разговариваешь. То мало, то много. Ты уже определи, Сережа. Как тебе нравится. Что? Огонь? Еще чуть-чуть, буквально четвертиночку. Домовилась. Остальное Катя на салат. Все. Ну так а нечего варить будет, если вы сейчас не четвертиночку, а... Тебе что, жалко? Нет. Я уже просто представила, как я буду салат кушать. Фраза есть такая продаренного. Когда в зубы не смотрят. И за это скажи спасибо, конечно. Великолепно. Огонь? Водичка? Водичка теплая. Тут самое главное, эту баночку Ага. накрыть марлечкой. Я мешал, Сереж. Супер. И теплое место. 22, 23, 24 Подвал, градуса. короче говоря. Нет, подвал. Там это у нас холодно. двадцатка. Дома. Но дома у нас 28. Отлично. А он не будет выливаться? А ты Нет. начни с подвала, Сереж. Не будет. Значит, я тебе объясняю. Через сутки у тебя появится пенка. Возьмешь ложечкой, насколько сможешь, ее снимешь.
через вторые, третьи сутки у тебя пойдет уже плесень. Ага. Тоже снимешь ложечкой. Значит, Марат, вы точно думаете, что я хочу такое кушать? Да, ты не будешь кушать. На 4-е сутки он будет готов. Кто хочет кислее, 5-6 суток держит. Нам достаточно 4 и сразу в холодильник с тепла. И потом он стоит 3, 4, 5. Хорошо, иди сюда, я тебе покажу вот то, что называется счастьем. Смотри, год Ровно. малосольная пролежала в ведре, в собственном саламуре, замороженная в хлам. Нарежь мне ее прямо сейчас. С Я не буду есть. С удовольствием. Просто я хочу... это от буряка цвет, ты понял? Да. Вай. Марат. Чтобы ты понимал, после этого, просто после этих видосов на привозе легенды ходят. Девочки, еще пока не время, это просто у меня лежало. Сразу всем скажу. Ёханый Посмотри, бабай. как она выглядит. Знаешь, что меня немножко окрыляет? Я как подумаю, что я один такой в Одесской области. Понял, у кого осталось? Никто не ждет до такого времени. Ты Он хочешь? её спрятал, Марат. Специально ты видишь? Да, он спрятал. Слушай, я хотел, вообще-то я вот эти вот все заготовочки оставил на зиму. Думал, что мы холодной зимой, когда будет по пояс снега, будем дарить людям теплое липованское рыбное счастье. Говори, Но говори. зимы в этом году не было. Осень и опять весна, поэтому будем готовить не по погоде. Липованское счастье. Вкусно? Ты что, если я целиком туда в казанчик бахну, ну лучше по половиночке, да, вот так вот? А ты туда вот этот душистый, там, черный клал? Катя, здесь ничего не надо. А мне кажется, надо. Может быть и надо, но не нужно. А Смотри, это когда ты делаешь саламур и варишь свежую рыбу, тогда надо... Ты мне еще кусочек отрежь, пожалуйста. Тогда надо сдабривать, понимаешь? А сейчас у тебя уже готовая селедка. Просто готовая. Сейчас многие думают, ёханый ты бабай, На извращенец. голову не налазит, да? Да. Даже у меня. Мне кажется, ты Ну, таким... это как и у меня не налазит на голову, когда она появляется свежая, и ее сразу солят. Ну, Марат, он нас таким не угощал еще, правда? Соленый? Да. Варить? Нет. Нет. Это 300-летний способ хранения рыбы и потом приготовления ее в рот. Не знаю, что он говорил, но где-то там есть правда. Что ты говоришь, тебе на... Да. Да сейчас минут 5-7. Желательно на медленном огне, потому что большой ее порвет. Я знаю, что вьетнамцы жарят соленую селедку. Я тоже знаю, но ни разу не пробовал. Малосольную. Она вкусная, но запах стоит такой, говорят евреи, штынк. Сейчас проверим. Что можно застрелиться. Сейчас проверим. Что, нарезать тебе? Мы сейчас взяли и обидели всех вьетнамцев. Нет, Чего вдруг? Катенька, я работал У них такая на кухня. практике. В общежитии жили вьетнамцы, 1500 человек. И мы. Ой-ой-ой. Так вот, Блин, они- она просто масло, Они жарили масло. селедку. Когда они жарили селедку, 9-этажное общежитие просто разбегалось. Что ты нарезал, Сережа, так вот похабно? Катенька, А. не нравится, не ешь. Родненько, от всей души, с хорошим настроением, я вот чисто как любимому человеку, единственному на всем белом свете скажу, перестань, солнышко, в кадр. Прошу тебя. Вот, то, что доктор прописал, ты видишь? А сколько должно булькать? Марат, как хорошие пельмени, голова всплыла, все, готово. А, то есть можно Ты выключать. не забывай о том, что она уже готовая. Ну я, Понял? блин, аромат Мы обалденный. просто из нее делаем деликатес. Что у тебя там? У меня тут добавляем те же специи, что и фарш. Ты именно из него какую-то карамель сделал. А так и надо. Я 3-й раз добавил водичку, ребят, полстакана. Я уже неоднократно показывал этот способ Жарки, варки, приготовления томления. лука. Томление, да. Все, еще буквально 5 минут. Это самое долгое в этом рецепте, это приготовить лук. Но когда у вас там 2-3 комфорки, то это можно делать параллельно с фаршем, поэтому готовится Мы же не всё. торопимся. Мы никуда не Слава торопимся. Богу. Все, еще 5-6 минут, и мы его выключим. Он должен приобрести вот такой вот красивый цвет. Ура! Что с водой? Ой, Марат, уже прямо аж сильно хорошее. Выливаем? Да, можно заливать. Бери. Бери баночку, давай, а ну сделай.
красиво. Думаешь, попаду? Да я уверен, что ты попадешь. Ну давай, родная, не подведи. Ад красавец. Тоже не прямо под завязку. Слушай, а как ты знал, что надо столько воды? Вот примерно вот так. Чувство, Марат, чувство. Она начнет бродить, все подымется. Блин, прямо рубин какой-то получился, слышишь? Да, значит, сейчас накрываешь марлечкой. Угу. Ро- Вон, кстати, она висит сейчас. Ровно, это все должно в тепле стоять обязательно. Уже унес. Ровно через сутки снимешь пенку. Хорошо, ты не хочешь говорить, что это за блюдо, это что, будет основой? Это будет самым главным ингредиентом в блюде. Вот это вот? Вот это И вот. вот тот буряк, который будет внутри, его надо Не, будет есть? буряк мы можем съесть, а нам нужна будет жидкость. Именно квас. Договорились. Буряковый квас. Или закваска. Если подержать его не 4-5 дней, как в нашем случае, а потом поставить в холодильник, то это уже будет закваска. А если 4-5 дней, то это квас. То есть он становится, чем больше ты его будешь держать, тем он становится кислее. В нашем случае нужно Концентрированный. Нам найти нужен среднюю серединку, да. лагерный. Ну ты посмотри, уже Кто-то, уже работает. он сразу начинает работать, кто-то добавляет сахарку, но я попробовал наш бурячок, он такой сладкий, что нам тут сахар не нужен. Отлично. Чай наводи. Только пальцами не бери, тебе надо держать вот так вот. Хорошо, оно уже нажато? Ты уже снимаешь. Стоп, никуда не тыкай. 11 секунд, да, вижу. Оператор, все нормально? Да. Все, я вырубаю. Пусть стоит. Сейчас. Да. Все, Ну вот я такую... когда пробовать? Сейчас. Я такую свежую ел. Но вот что получается с малосольной, просто самому интересно. Как ели наши предки. Так, что ты видишь, марля в 2 слоя? 2 слоя маленькие, тебе нужно просто, чтобы накрыть вот это вот, чтобы проходил немножко воздух и не попадала всякая пыль, там ерунда в банку. Мошка и всякое все, да? Все, отлично. вот? Да. Так, короче, да. вот так вот, да? Да, Что, Серега. резинкой? А резинка есть вообще? Марат, обижаешь? Я же отец дочерей, по-любому что-то в кармане есть. О, пойдет такая? Супер, супер. То, что надо. Ушел в тепло? В тепло. Через сутки снимаешь пенку, через 2 снимаешь Шпаклевку. шпаклевку, да. Еще чуть-чуть и все. Мы на финишной прямой. Ну, выглядит просто супер, я не знаю. Ну, мне вот так вот нравится, когда из свежей. А ее надо есть горячей или холодной? Вот, кстати, здесь любая Да? пойдет, да. То есть универсалка. Считай, она когда прохладная становится, она будет разваливаться вот на скажи такие мне, слоя. она Что? была соленой, а сейчас соль ушла немножко? Или как? это? Смотри. Ну, сейчас попробую, короче. Вот, да. Сейчас не я тебе, а сейчас ты скажешь, как оно тебе, вот это вот блюдо. Я тебе не, как это, мойву не готовил? Когда мойву берешь, делаешь крутой такой рапу такую, понял? Как Катя говорит. Перчик душистый, лаврик, бла-бла-бла. И туда ненадолго. Тоже... Буквально на 2 секунды, Катенька, подойди, все, я выключаю. Конечно лук. же. Вот такой он должен получиться, ребят. Здесь было почти 1,5 килограмма лука. Ну, осталось грамм, наверное, 500, 600, может быть. Вот такой. 3 раза я доливал по полстакана воды. Слышь, ты так лук приготовил, что тебе это- мишленовский повар позавидует. Это, Послушай, это это- уже готовое самодостаточное блюдо. К нему Это не самое надо... главное в этом блюде. Да, Чтоб ты понимал, это даже важнее, чем фарш. и хлебушек. Да. О, боже мой.
Ну тут всего 3 ингредиента. Лук, хлеб и фарш. Все. Проще не бывает. Я слушаю и готов уже дегустировать даже. Ну, если хочешь горячую, набери лупи горячую. Если не хочешь Она горячую, очень тогда- горячая. Ну, как с кипятка. Как по мне, так нет. Потрогай, как она набубенилась. А? А ну-ка, Согласен. А ну-ка дай. Ай, масло, Марат. Ее можно на хлеб мазать, понял? Не торопись. Просто не торопись. Вот если она малосольная, прямо геть мягенькая, тут она собралась обратно. Вот представь, что у тебя в другой руке печеная картошечка, ну, может быть, вареная в мундирах. На столе есть капустка квашеная. Чтоб ты сдох. Серьезно? Ну это как говорит Жванецкий. Я понял. По-хорошему. Это так вкусно. Рахиля, чтобы вы сдохли, вы мне нравитесь. Без вас, Рахиля, жить я не могу. Рахиля, мы поженимся, поправитесь. Я не знаю, И как будем это. таки жить на берегу. Жить на берегу. Но соль осталась. Она никуда не уйдет, она Ну, ты правильно говоришь, картошечка все. вареная. Вот. Да, А если молоденькая? ё-моё. Шедевр. Попробуй. Как я приготовил для тебя. Блин, это так вкусно. Мне больше нравится, Пробовала когда-то так? Нет, Марат. мне больше нравится тактильное ощущение. Суней разок. Посмотри, какая она мягенькая. Я думаю, что она не хочет, но я предложу. не хочу. Серьезно? Даже попробовать не хочешь? Ненормально. Это, сунь мне тогда. Тёмочка, как в детстве, как бабушка делала. На самом деле. Это очень вкусно. Вы свой бутерброд будете делать? Зачем нужен? Я вот не могу понять, мы Ты для имеешь чего в виду сегодня здесь доделывать? собрались? Нет. У нас уже все готово. Сейчас помоем руки. В рукомойнике или дома? Давай картошки наварим. Поздно. У меня есть лимонка, я тебе с собой домой дам, сваришь. У меня дома кубанка. Как это? Картошка кубанка есть. Серьезно? А почему такой углиша нет? И что, вкусно? Только на початке такую продают. Это было на початке? Да. У Валеры в гостях и нас не позвал? Что там были ближайшие анализы, где ты мог сдать их? У нас тоже здесь есть хорошая поликлиника. Эх ты, Марат. Ну ладно, что, вкусная? Картошка. Картошка очень вкусная. А что ты не привез? У меня 10 килограмм, я привезу в следующий раз. Смотри. А лучше вы ко мне. Кстати, нам негде приготовить молодых ягнят. Твой балкон не занят в ближайшие пару дней? Я с удовольствием. О, давай сделаем, как я хотел. Давай. Чтобы все твои соседи обалдели. Без проблем. Вот вся старая Одесса сказала, эх, вы еще могете. Вперед. Все, выезжаем. Давай. Побриться не забудь. Ага. Ну, я про язык. Что, Марат, все? Осталось собрать этот бутерброд мне в рот. Я еще должен порезать вот это чуть-чуть. Сейчас, подожди, я для чего-то это принес. Я помыл. Это тебе надо сейчас уже будет потом в хлебушек? Это потом. Это ты работай С хлебушком. хлебушком. Договорились? Пусть обо мне романы не напишут, когда по Дерибасовской идешь. Снимают эти дамы, все услышав. На гриле? На гриле. На камне? Можно на камне, можно наверху, но не прямой жар. Давай на У камне. кого нет такого прекрасного гриля и такого шикарного камня, как у гриля. Звоните по номеру телефона. Да. Что, я А врубаю. можно в духовочку на 190 градусов. Все, я заведу, пусть нагревается. Добре? Да. Все. Камушек зачетный. Так. Ты же сказал, нужны маленькие эти багетики. Да. Батончики, даже не багетики. Да. Катя объездила вчера всю Одессу и в одном месте таки нашла. Белых не было, поэтому она взяла два темных
Ну и один Абсолютно не важно. белый. А мы можем этот с тобой, как в том мультике. Гау-мяу, понял? С двух сторон, да. Кушай. Мы что-то уже с тобой то ли Шаурму. Что мы только уже с тобой, Марат, не делали. Так, лучше всего для этих дел подойдет серейтерный нож. Да, Вот так вот? тоненький, да, крышечку вскрывай. Прямо именно крышечку? Да. Я тебе мешаю, тебе Ты удобнее мне? на доске было бы это Марат. делать, да? Профи. С тобой хоть в подвале, хоть в рыбацких Главное, сапогах, чтобы что? она осталась цельной, чтобы мы ее могли накрыть. Вот так вот? Да. Шикардос. Договорились. Давай я так могу сделать. О, так же удобнее, да? Я говорю, и так было неплохо. Все, шедевр. И здесь? А вам не Мякушку надо будет забирать. Да. Что мы будем с ней делать? У нас еще Мякушку ни в коем случае Нема не ни выбрасываем. ни курей, ни кроликов. Вот для того О. рецепта, Какого? который мы закваску сделали, Квасим буряк? нам пригодится вот эта мякушка. А, я понял. Вы туда положите? Нет, все увидите. Он же хочет. Вы ее просто не Выдержите. выбрасываете, положите на противень, пусть она сохнет. Хорошо. Даже без духовочки. Что нам нужны будут сухарики? Да. Крошка нам нужна будет. Марат, вот такой отсек нормально? Отлично. Великолепно. Я Супер? бы сказал, да. Супер. Так, хорошо, что мне Просто надо. идеально. Нужна какая-то тарелочка, куда я положу вот эту мякушку. Смотри, я смотрел температуру погоды. Гидромедцентр говорит, что 16, 17, 18 около чего-то В четверг, да? идет. Ну, не за горами. Да. Поэтому я оставлю здесь. Воробьи у нас кормленные, не переживай. Оно у нас сохранится. Да шучу, я занесу. На противенек положу и пусть лежит. И что это за блюдо такое? Ты меня уже сам заинтриговал. Это супер дешевая, супер вкусная, Буряк, супер- квас. Сейчас, когда ты попробуешь, ты с ума сойдешь. Я за то блюдо с буряком. За это я понял, что это очередной, Буряком это интрига, ничего не расскажу. очередной бутерброд. Ничего не расскажу, это будет просто фантастика, ребят. Слушай, ну этот батон какой-то не по правилам. Я думаю, что у нас не хватит с тобой фарша. Да, все хватит. Потому что тут байдарка такая, что не байдарка, а галера прямо какая-то. Слышишь? На таких лодках Костя в Одессу кефаль приводил. Ага. А? Примерно, да. Шаланда. Точно. Вот так вот? Нормально? Отлично. Все, бросаю карасей в байдарчики пойду. Или как это, в шалангеры. О. Что маэстро дальше делать? Значит, насыпаешь слой фарша. Слой лука. Как говорит Катя, накладываешь. Да. Слой лука. Чуть-чуть сверху фарша и опять чуть-чуть лука. Получится у тебя так? Красивенько. Я думаю, что тут как получится, бы- потому что я Как бы последовательность не забыл. варианты с сыром меня не устраивают. Ты хочешь, сделай одну с сыром. Почему? Ну, это не то. А Вот почему? Потому что жареный лук, много жареного лука со специями, с сыром, мне кажется, ну не так играет, как другое бы что-то сыграло. Это не пицца, это немножко другое. Но если вы хотите, попробуйте. А я бы не стал. Слой фарша? Да. Короче, это шаурма Прям получилась. утрамбовывай, не бойся, прям прижимай его так плотненько. Ну, Мне кажется, что это шаурма. Как вариант. Все, теперь слой лука. Ну, давайте все уже. А ну да. что, Вкусняшка. фарш песня? Что, приготовили, съели? Что? Дома такое приготовили, съели? Ну, я практически стараюсь все попробовать дома первый раз, то, что я готовлю. Не всегда, но пытаюсь. А я думал, ты сейчас скажешь, я Мне было очень практически вкусно, но у питаюсь меня только был таким. Батон молочный такой большой. Ну, я его разрезал. Так, люк.
как он пахнет. Это прямо как-то Я тебе говорю, самое вкусное сильно это пахнет. лук. Да, можешь прижимать. Ничего Шпак- страшного. Вам же, Шпаклевать? вам же ж еще надо слой. Ничего, Все. все просядет. Ну, по-моему, просто идеально угадали с пропорцией. Супер. Слушай, по сути, это получается не фаршированная рыба, ну, как фаршированная курочка. Только чтоб... Давай уже доложи. Да. Здесь сверху бахнешь еще немножко этого. Чтоб не заморачиваться с этими Фарша. шкурками и этим всем, этими тонкостями, Похоже на ты придумал сюда хлеб. печеночный торт. Туда же идет такой лук? Печеночный торт, да, идет жареный лук. Конечно. Прямо. Марат, с таким бутербродом, я думаю, что ты станешь король каких-то этих, скажи мне, гешефтов. Ярмарок, а шо ты? Я хочу посмотреть, как вы это кушать будете. Катенька, Красиво. во-первых, это можно кушать вилкой. Вот так открыть крышечку, крышечкой закусывать отсюда. А, ну, Это можно разрезать на несколько частей. об этом я не подумала. Да? В следующий раз подумай. Слушай, это может быть, есть же там целая куча там уличной еды, не знаю, там видео, не знаю, там японские, китайские, американские, там, где люди выходят вечером, голодные погулять. И там стоят и все кочегарят, дым идет, и у У каждого, них уже готовый поджаренный да, фарш, да. только подогревается на гриле. и ты только собираешь его И все. под заказ. Да, ты можешь трамбовать плотно, не стесняться. Вы видели, чтобы он когда-то стеснялся? Я хочу еще вот этого. Немножко. А перец куда, Это- Марат? Это потом, когда уже готовое будет, с пылу с жару, прям хрустящий мелко нарезанный перчик с лучком зеленым сверху посыпем, и это будет нам счастье. Слушай, и фаршиков притык. Угадали, да? Короче, А я все боялся, что много, понимаешь? А что бы вот вы делали, если было бы полкило, Марат? было бы мало. Ну так значит, одна булочка тебе бы не досталась. Ну, ничего страшного. Ну, такое себе. Спасибо. Накрываем, смазываем. Я видел где-то... Там может, я возьму кусочек сыра в одно место натру. Ну, на 3. Пожалуйста. Спасибо. Вот это понимание. Вот это человек. Сережа, я видел здесь кисточку. Марат, это до реинкарнации Деля Сарай. Нет, я сегодня здесь видел кисточку. Силиконовую. Это не здесь, Марат, это вы на кухне видели. В доме. Нет, я здесь видел. Ну, тогда ищите. Нет, здесь ты не видел, потому что... Ты видел такую флягу? А? Нет, вот, сорян, Я знаю, Карасеву не отдашь. она еще... Там спирт, чтобы ты понимал. Ну, пищевой. Зачем тебе кисточка? Я хочу, чтобы ты это все смазал легким слоем масла, буквально всю конструкцию, когда ты его накроешь, прежде чем ставить в гриль, чтобы хруст появился. А маслом каким? Растительным? Любым. Есть топленое. Все, больше ни Любым, слова. любым. Запоминай, где мой бутерброд. Вот это, да? Все. Все вот это здесь будет течь, потом ты будешь кусать, оно будет тянуться, понимаешь? Ой, это так вкусно, Марат. Это не пицца, Марат! еще раз вам Ну говорю. ничего, все равно, сыр это вкусно. Оставьте в покое. Вот это кучерявое здесь не сделает плохо. На мой взгляд, сыр это везде вкусно. Конечно. Я только забыл, где чья крышечка. О! Балдеть! Смотри. Да ты что, уже немного даже и нагрелась? Да.
А? Я хочу, чтобы прям плотнее было вот так вот. Сейчас все будет нормально. Вот я сейчас вот это вот дело все ставлю. И смазывать уже буду здесь. Ладно, давай быть по-твоему. Пусть будет это здесь. Ты видел, что появилось? Ха! Ладно. Да, спасибо, ворты. Чпок, 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 чпок. Вот такая вот песня. Блин, удобно. На кисточку. Ты думаешь? Да. Смотри, здесь такой будет маленький слой, Тут надо что я вот так вот тут не надо аккуратненько много, да. возьму. И с боков тоже, чтобы оно... Все, А что, без все масла будет не хорошо. будет? А? Без масла не будет он зажаристый? Ну, Серег, много не надо. Да. Сейчас. С боков тоже. Он хруст приобретет. Только из-за масла? Ну, и за масло тоже. Французской булки сейчас мы как дадим. Яичко не перебарщивать. Чуть-чуть. Белочком можно было бы. Да лишнее не вы. Хорошо, я не перебарщиваю, не переживай. Просто он в муке, Марат. Скажи мне, после этого бутерброда есть смысл анализы сдавать? А что нет? Диетический хлеб. Ну все. Диетическая курочка. Лучок Диетический жареный лучок. на воде. Да. Почему нет? Запек его Только сыр все по-человечески. портит, получается. Получается. Ну, был бы любой другой, то была бы беда. А когда староказачий, так это же счастье. Все. Все. Готово? Шедевр. Шикарно. Согласен. Опять напоминаю, кто не приобрел еще такой прекрасный гриликс, духовочка 190 градусов. Но лучше гриликс. Все, закрываю. Конечно. Ну, смотри, уже прямо. Ну все, уже все, готово. Засекаем. Минут 20? Нет. 7-8 минут, если температура там почти уже нормальная. Будет нормально. Все, больше. Ну, тут все просто. Открываешь, нажимаешь пальчиком, хрустит, готово. Главное, чтобы не сгорел. А я пока тут порядки А наведу. я пока лучок тут нарублю. Сейчас 2 секунды я протру. Корочка, все. Отлично. Я вырубаю. Ну, на самом деле очень быстро. Просто темнеет быстро. Все? Все. Тут готово? Давай, я здесь уже тоже закончил. Сейчас я агрегат этот вот сюда. Тут нарежем. Маленький стол. Ну ничего, Марат, это временно. Это просто сейчас крышечку откроем и посыпем немножко хрустящего сырого перчика, Как ты любишь, альденте. зеленого лучка, можно красненького. Вот ой, как оно прижарилось снизу красиво. Ой-ой-ой-ой-ой. И что? Вообще идеально. Выключи У них, его. да, я вырубил и даже уже и газ перекрыл. У них же там в Гриликсе есть вот та пицца-печка, вот в ней было бы идеально, понял? Засунул, высунул и готово. Что, приоткрывать? Открой один. Любую? Белую? Вот эту. Вот так лучка. Так, немножко хрустящего сырого перчика. Еще чуть-чуть Как сырого, свежего. свежего, да. Накрываю? Накрывай. Он сейчас чуть-чуть прогреется. А, Вот так пополам, и мы с тобой сейчас это съедим. так хорошо, друг, я хочу тот свой с сыром, ты уже все это А украшай. с сыром вот здесь. Украшает дальше. Конечно, все. Давай немножко лучка. Слушай, это ж сколько ж под этот бутерброд можно кинчика пересмотреть, а? Ага. А ну. О, Марат, а я не знаю. Что ты здесь? Давай, клей сюда.
Закрывай. Все. Шедевр. Ах, как хрустит, ты слышал? Короче, этот домой заберешь? Как хрустит. Вот этот мы с тобой... Этот маме. Ладно, ладно, я понял. Джбунь. В разрезе. Красота. Ты шо, шедевр? А ну-ка. Дешевле не бывает. И вкуснее не бывает. Тут два варианта. Или вы его едите как бургер, или вы открываете эту крышечку и кушаете вилочкой вот так. Тут еще соус, но я не думаю, что он самодостаточный. Я думаю, единственное, чего здесь не хватает, так это 2 жареных яичка. Нет, Ты на один кидаешь сверху, так вот разрезал, и когда ешь. Ну а Не. как же, а желток? нет. Тут не хватает рюмки водки. Иди возьми себе, у тебя есть. Ого. Бомбим? Да. Твое здоровье. Ты слышал этот звук? О, Я за водкой. И скажи, что это невкусно. лучше бы ты отжался. Какой лук вкусный. А тут он главный. Тут лук главный ингредиент. Я хочу сказать, что мой сыр здесь не лишний, далеко. Не знаю. Тут я мог бы поспорить. Ребята, всем здоровья, всем счастья. Готовьте вот эту штуку 20 минут. В нашем случае, насколько там, часа полтора. На самом деле 20 минут. Всем здоровья и чистых анализов. От всей души с хорошим настроением для вас сегодня приготовили. Вот все подряд. Марат, я Скрипан. Всем пока-пока. Чао. Скажи, что это невкусно. А если взять хлеб, срезать вот так вот шляпу и рукой выгребсти эту штуку и дать слоями, Как хот-дог ты имеешь в виду? да, слой этого, слой лука, слой этого, слой лука, и разрезать его вдоль. Фантазер. Сбрить эту бороду, я не могу на тебя смотреть. Не нравится? А мне нравится нормально. А я без улыбки не могу. Я посмотрю, что мне напишут наши подписчики. Если они скажут сбрить, я сбрею. Подписчицы. А? Подписчицы. Почему? Мне мужское мнение тоже важно. Подписчицы напишут, чтобы ты язык не брил. А так же нормально.